Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня видеообзор модели от фирмы Trumpeter Su-24MR в 72 масштабе. Ссылка на этот набор, как обычно, будет в описании видео, а артикул набора 01672. На лицевой стороне коробки у нас, как обычно, красивый бокс-арт. На торце показаны два варианта декалей для самолета. Это украинские войска и российский вариант. Также дана краткая историческая справка на английском языке. На другой стороне у нас показана маркировка подвесного вооружения, которое идет в наборе. Обзоры самолетов я делаю впервые, поэтому основной упор будет на фотографии, ну и какие-то моменты я, возможно, отмечу. Если вас что-то интересует более подробно, пишите в комментарии. В следующих своих видеообзорах я это постараюсь учесть. Ну что, теперь перейдем к содержимому коробки. Первым делом, как обычно, рассмотрим инструкцию. Выполнена она в виде книжки альбомного формата. Здесь, как всегда, схема расположения деталей налитников, ну и показано количество самих литников. А далее следуют этапы сборки. Как видим из инструкции, приборные панели у нас даны в виде декалей, поэтому самостоятельно их рисовать не придется. Честно говоря, не знаю. Ожидал, что здесь будет возможность собрать самолет с двумя положениями крыльев, но инструкция пока что не показывает о такой возможности. Хотя, возможно, это реализуемо. В самом конце идет схема сборки подвесного вооружения. На самой последней странице показана схема, как собранное вооружение подвешивается на пилоны на самом самолете уже. Инструкция достаточно подробная, понятная. Проблем каких-либо со сборкой не должно возникнуть. Ну что ж, теперь посмотрим сами литники. Начну с литников самых крупных для корпуса, нижней и верхней части. Сразу хочу отметить, что визуально смотрится просто шикарно. Дана очень подробная расшивка корпуса, но опять же, на мой взгляд, любительский. Дана очень мелкая клепка и аналогично на верхней части. Здесь будут фотографии либо в начале, либо в конце, на которых можно будет это все лучше разглядеть. Стыкуется достаточно хорошо. Здесь вот эти части будут невидимы, поэтому здесь то, что швы какие-то щели есть небольшие, это не критично. Вот. Самое критичное это вот эта видимая часть. Здесь нужно будет аккуратно проклеить, чтобы этого было незаметно. Но стыковка, повторюсь, видите, отлично. Идем дальше. Итак, здесь у нас идет большое количество литников с вооружением.
Сейчас я их быстренько просто покажу. В конце будет точно фотографии, поэтому особого смысла здесь что-то показывать не вижу. Такие еще есть. На всех присутствуют пазы для стыковки, что должно помочь при склеивании. Также здесь хорошо видна расшивка, какие-то клепки. Облоя на литниках не видно. Еще один литник с нурсами. Здесь, конечно, хочется немножко рассверлить. Ну, посмотрим. Как видите, литников с вооружением большое количество. Некоторые из них дублированы. Ракеты, похоже, класса воздух-воздух. Детализация, конечно, у них у всех просто отличная. Это у нас бомбы. Название сейчас не вспомню, но возможно будет смотреть на коробке. Вот еще забыл показать 4 одинаковых литника. Это, видимо, сами пилоны для подвешивания вооружения. Тут мы можем видеть саму приборную панель, а также носовую часть самолета. Но вот повторюсь, на мой вот любительский взгляд, я вижу обзор, делаю впервые на самолет, но вот то, что я вижу, мне очень нравится. Расшивка выполнена достаточно тонко, смотрится очень эффектно. Также у нас отдельным литником идет кресло пилотов. Несмотря на то, что они достаточно мелкие, но у них тут отлито, прям на них отлиты уже и ремни, профиль самих сидений, какие-то регулировки видны. С мелкими литниками все. Сейчас будет несколько крупных литников. Здесь у нас шасси, стойки к ним, какие-то элементы фюзеляжа самолета. Это у нас сопла двигателей. Здесь облоя также не видно. Ну и качество отливки на высоком уровне. На следующем литнике здесь идут элементы крыльев, а также место, куда устанавливаются кресла пилотов, то есть элементы кабины. Здесь также достаточно мелко отлиты всякие кнопочки, приборы. На фотографии это будет можно получше разглядеть. И последний большой литник — это у нас элементы крыльев и хвостового оперения. Ну, повторюсь, наверное, уже не в первый раз. Расшивка смотрится просто великолепно.
В наборе также есть прозрачный литник с фонарем кабины. Опять же, даже здесь очень качественно пролита расшивка. И в последнем пакетике у нас идут 2 листа с декалями. Как я уже упоминал, здесь даны декали для российского образца и образца для Украины. А вот, кстати говоря, не знаю, будет видно, не будет видно на камере. Тут сама приборная панель у нас. И вот панели, которые боковые внутри кабины пилотов. А это у нас маркировки, наверное, на... Да, это у нас маркировки на вооружение. Что первая декаль, что вторая декаль выполнены на высоком уровне. Качество просто великолепное. Нет каких-либо смещений цветов. Смотрится шикарно. Да, забыл сказать. Набор это новинка 2015 года, если не ошибаюсь, второй половины. Набор достаточно сложный для новичков. Тех, кто не собирал авиацию, я, наверное, бы его не порекомендовал. Да и сам, наверное, собирать его в первую очередь не буду. Вначале потренируюсь на каком-нибудь более простом самолете. Но набор произвел на меня очень хорошее впечатление. Качественное литье, отсутствие обвоя, великолепно выполнена расшивка, ну и большой выбор подвесного вооружения, которое идет в комплекте. На этом я свой обзор заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Сейчас будут фотографии с литниками.